В мае 334 года до нашей эры македонский царь Александр на голову разбил персидских сатрапов на реке Граник, открыв своему войску дорогу в Азию. Однако прежде предстояло освободить греческие города Малой Азии. Персы не собирались сдавать свои западные сатрапии без боя. Опытный греческий военачальник, служивший у персидского царя Мемнон Родосский, приготовился вступить с Александром в борьбу. Македонский царь устремился на юг к сардам. Местный комендант гарнизона сдал македонцам цитадель города. Продолжая движение в сторону берега, Александр достиг Эфеса, гарнизон которого бросил город еще до подхода македонских войск. Остальные города подчинились Александру без сопротивления. Но Мемнон развил активную деятельность, поддерживая греческие города, к которым подходила армия Александра. Поэтому персидский гарнизон Милета отказался сдаваться. Мемнон отправил на помощь Милету эскадру из 400 кораблей, но когда эскадра прибыла в город, его порт уже был заблокирован греческой эскадрой. От безысходности горожане Милета сдали Александру Нижний город, а цитадель македонцы взяли штурмом. Следующим городом, оказавшим Александру сопротивление, стал Галикарнас, главная база персидского флота. Его обороной руководил сам Мемнон. Александр начал штурм, однако Мемнон удерживал город в течение 2 месяцев. В конце концов, македонскому царю все же удалось овладеть Нижним городом, но оставшиеся защитники заперлись в цитадели. Для продолжения осады был оставлен отряд численностью 3000 воинов, а сам Александр повел армию на восток в Ликию, где он почти не встретил сопротивления. Утвердив свою власть на побережье, Александр направился на север и через некоторое время достиг Гордиона. Здесь, по легенде, ему показали знаменитый Гордиев узел. Считалось, что тот, кто сможет его развязать, станет владыкой всей Азии. Александр нашел выход, разрубив узел мечом. Дальнейшая дорога в Азию была открыта. Но Александр не мог продвигаться восточнее Гордиона из-за возросшей активности персидского флота под командованием Мемнона. Тот решил перенести войну в Грецию, чтобы заставить Александра вернуться на родину. Мемнон овладел Хиосом, затем его войска заняли ряд городов на острове Лесбос. Но Мемнон внезапно умер. Его неожиданная кончина поставила перед персидским царем Дарием III вопрос о дальнейших планах ведения войны. В Вавилоне он сумел собрать огромное войско. На военном совете в Сузах большинство персидских вельмож советовали Дарию самому возглавить армию. Проигнорировав советы служивших ему греков, он так и поступил. Узнав о намерениях персидского царя, Александр стал готовить свое войско к продолжению похода. Об активности персидского флота в Эгейском море можно было не беспокоиться, ведь большинство эллинских наемников по приказу Дария ушли с кораблей для укрепления персидских сухопутных сил. Пополнив войско, Александр пошел на восток. На покоренных территориях македонский царь старался не задерживаться. Основная задача состояла в быстрейшем продвижении вглубь Азии и в захвате основных опорных пунктов. Захватив Киликию, греко-македонские войска стояли у порога Сирии, готовясь продолжить свой путь вглубь Ахаменидской державы. Тем временем поступили сведения о том, что Дарий с несметным войском пришел из Вавилона в Сирию. На Македонском военном совете было принято решение немедленно выступить против персов. Александр вдоль морского берега пошел к Кису, где оставил больных и раненых, а сам спустился на юг по берегу, чтобы оттуда двинуться на сближение с противником. Сражаться с персами на открытой местности было опасным предприятием. Многочисленные войска Дария занимали выгодную позицию на большой равнине, где персидское командование могло ввести в бой все свои войска. Командиры греческих наемников советовали царю оставаться в этой местности. Однако под влиянием персидских придворных, не склонных доверять грекам, Дарий выступил в Киликию и после короткого перехода внезапно оказался в тылу Александра. Этот маневр имел явный недостаток, ведь персидская армия вошла в узкую равнину между морем и горами. Подобный промах противника лишь обрадовал Александра. Македонский царь развернулся и поспешил на север. А Дарий, полагая, что неприятель пытается спастись бегством, повел армию на юг, чтобы не дать врагу уйти. Армии встретились на берегу Иского залива в долине небольшой реки Пинар. С востока над долиной возвышались горы, из-за чего прибрежная полоса была шириной всего в 2,5 километра. Дарий I прибыл на поле битвы и занял оборонительные позиции на правом берегу Пинара. Древние источники явно преувеличивают численность его армии. Цифры от 400 до 600 тысяч являются абсолютно нереальными.
На самом деле войско Дария могло насчитывать около 100 тысяч человек. Сам Дарий находился в центре персидских порядков на боевой колеснице. Занимать центральную позицию в сражениях было традицией персидских царей, поскольку оттуда им было удобно руководить отрядами справа и слева от себя. Вы будете стоять в стороне, пока он замирает ваш дом? Ваш хлеб? Нет! Древние авторы не упоминают о численности македонских сил в битве. Можно предположить, что вследствие боевых потерь, болезней и необходимости оставлять гарнизоны в покоренных областях под командованием Александра находилось до 40 тысяч человек. Однако колоссальный численный перевес противника не смущал македонского царя. Он понимал, что на узкой прибрежной полосе персы не смогут одновременно ввести в бой все свои силы. Мы свободные люди. Они наемники. В войске Александра отряды слева от фаланги находились под командованием Пармениана. Находящиеся справа стрелковые отряды и легко вооруженная пехота были посланы, чтобы выбить неприятеля с предгорий. Они легко справились с этой задачей. Пехотинцы Дария отступили выше в горы, где не представляли никакой угрозы. В последний момент перед битвой Александр произвел тактические перестановки в своих рядах. 2 эскадрона гитайров, занимавшие позиции в центре, он отправил на усиление правого крыла. Учитывая опасность прорыва персидской кавалерии на левом фланге, македонский царь отправил на помощь Пармениану фессалийскую кавалерию, которая ранее располагалась на правом крыле. Эти перестроения Александр произвел незаметно. Фессалийцы и гитайры перемещались за фалангой и были скрыты от неприятеля лесом Сарис. Македонцы постепенно продвигались вперед, пытаясь сохранить ровный фронт. Когда они оказались на расстоянии выстрела из лука от неприятеля, Александр неожиданно повел в стремительную атаку отряды правого крыла, лично возглавив гитайров в броске через реку. Персы не могли сдержать этот конный натиск, и их левое крыло вскоре было прорвано. Но при атаке передовые части македонской кавалерии оторвались от идущей сзади фаланги. Поднять щиты! Неровный рельеф местности, особенно крутые берега реки, привели к нарушению непрерывного строя пикинеров, поэтому фаланга отставала, не имея возможности взаимодействовать с конницей Александра. На противоположном берегу македонскую фалангу встретили сплошные ряды греческих наемников и бессмертных, готовых к отражению натиска. Двинувшись на переходящих реку македонян, пехотинцы Дария вступили в схватку с основными силами македонского войска. Используя разрывы в строю фаланги, греки и персы стремились сбросить македонян обратно в реку. Хотя это им не удалось, отряды наемников стали окружать македонцев на правом краю фаланги. Пикинеры понесли большие потери, но не дрогнули, продолжая отбиваться от наседавших греческих наемников. На левом фланге македонян ситуация была еще хуже. Там, на прилегавшей к берегу ровной полосе суши, персы имели подавляющее превосходство в коннице, и это могло привести к катастрофе. Мазай, быстро! Атакуйте левый фланг! Их кавалерия вот-вот падет! Персидские всадники переправились через реку, атаковав фессалийскую конницу. Завязалось ожесточенное сражение, в котором фессалийцы едва сдерживали натиск персов. Если бы персидская конница прорвалась и ударила в тыл фаланги, то войска македонцев непременно посыпались бы. Положение спасли кавалерийские части правого фланга. Там Александр, обратив в бегство противника, развернул своих гитайров и врубился в ряды греческих наемников с тыла. Чтобы уцелеть, они были вынуждены отступить от реки. После этого македонская фаланга продолжила наступление, уничтожая тех, кто уцелел под ударами конницы Александра. Тем временем Александр попытался пробиться к Дарию III. Вокруг персидского царя битва была особенно сурова. Многие приближенные Дария погибли, а сам царь царей, пересев на другую колесницу, покинул поле боя. Нет! Обвинять его в трусости неуместно. В те времена империя существовала до тех пор, пока был жив царь. Поэтому, спасая себя, Дарий фактически спасал свою империю. Крушение центра и левого фланга персидского войска привело к бегству всех войск Дария с поля битвы. Многие из беглецов, особенно греческие наемники и персидские всадники, имели тяжелое снаряжение. Чтобы уйти от более быстрого неприятеля, они бросали оружие, оказываясь беззащитными перед врагом, который их настигал. Древние источники сообщают нам о 100 тысячах убитых и взятых в плен персидских пехотинцев. Потери же их конницы якобы составили 10 тысяч. Эти цифры чрезмерно завышены и должны восприниматься как попытка приукрасить достижения Александра. В то же время потери македонского царя якобы составили 300 убитых пехотинцев и 150 конников.
Однако ожесточенный бой с греческими наемниками в центре заставляет усомниться в столь незначительных потерях. После победы при Иссе македонские воины вскоре заняли персидский лагерь, где обнаружили и пленили мать, жену и детей самого Дария. Брать на войну всю семью было странной традицией ахеменидов. С женщинами царского ранга Александр обошелся подобающим образом. Он заверил их в том, что не имеет против Дария ничего личного, а воюет лишь за обладание Азией. Конечно, он мог поступить по-другому, ведь в те времена жестокость была обычным делом. Но Александр не хотел обозлять противника. К тому же наличие плененных родственников делало персидского царя более сговорчивым. Потому что мертвые мы ничего не стоим. Однако деньги, бывшие в лагере, достались победителю битвы. Греческий историк Ариан называет сумму в 3000 талантов. Этих средств должно было хватить на закупку провианта и оплату услуг наемников в предстоящей кампании. Вскоре Александру доставили послание от Дария, в котором тот признавал его правителем всей Малой Азии и в обмен на мир предлагал большущую сумму денег. Естественно, соратники советовали Александру заключить столь выгодный мир. Однако честолюбие молодого амбициозного Александра еще не было удовлетворено. Он стремился стать владыкой всего мира, ведь еще не представлял, насколько огромен этот мир. Свои дальнейшие завоевания Александр планировал продолжить в южном направлении, обратив взор на покорение Финикии и Египта.